Производство мяса – важнейший сектор пищевой промышленности в России. Это огромный комплекс предприятий, технологическая цепочка от поля до прилавка. Однако до последнего времени в ней отсутствовало одно ключевое звено. 30% живого веса после скотобойни потребляется как мясные продукты питания, только 30%. Остальные 70% непригодны для употребления в пищу. Их утилизация для мясокомбинатов – большая головная боль. В Европе эту проблему научились решать с пользой для всех, перерабатывая биоотходы в мясо-костную муку, из которой делают ценный корм для животных. В начале 80-х годов прошлого века Советский Союз всерьез взялся за проблему переработки биоотходов. За короткое время в СССР было построено 200 утилизационных заводов, но в связи с развалом Союза никакого развития эта программа не получила. Техника, разумеется, безнадежно устарела. По сути, сегодняшнее направление переработки биоотходов в нашей стране возрождается с нуля, но уже на совершенно другом, высоком технологическом уровне. Биотек – первый на северо-западе биотехнологический завод. В качестве сырья Биотек использует отходы убойных цехов мясокомбинатов, птицефабрик и животноводческих комплексов. К их утилизации предъявляются чрезвычайно строгие требования, выполнить которые самим предприятиям очень непросто. Захоронения грозят мясокомбинатам огромными штрафами и потерей репутации, ведь утилизированные таким образом биоотходы становятся источником инфекционной опасности, а самостоятельная переработка на старой технике нерентабельна. Чем стремительнее развивается пищевая промышленность, тем серьезнее для предприятий эта проблема, подтверждает на птицефабрике Маличкино. После модернизации производства здесь планируют выпускать свыше 150 тысяч яиц в сутки. Биотек сможет забирать все биологические отходы фабрики и поставлять сюда корма для птиц. В себестоимости продукции доля корма достигает 80%, поэтому к возможности снизить эти затраты здесь относятся с большим интересом. Сотрудничая с Биотеком, пищевые предприятия избавляются от всех расходов на утилизацию. Сырье принимается бесплатно. Суперсовременное датское оборудование и инновационные технологии, которые используются на заводе, позволяют Биотеку перерабатывать биоотходы в полном соответствии с требованиями российского и международного законодательства. Биоотходы доставляются транспортом Биотека в специальных контейнерах. Они проходят строгий ветеринарный контроль. После загрузки в приемный бункер сырье измельчается и по конвейеру поступает в паровые сушилки. Под каждой из них установлена система взвешивания. С помощью ее датчиков оператор узнает точный вес материалов, загружаемых в сушилку. Благодаря четкому дозированию достигается постоянное, выдержанное качество воздуха. Полученная в сушильных камерах масса поступает в пресс. Под давлением от нее отделяется жир. После очищения в центрифугах технический жир хранится в подогреваемых резервуарах. Из другой части пресса выходит костная мука. Она охлаждается, перемалывается в молотковой мельнице и загружается в мешки. Чистота производства безупречна. Все технологические процессы автоматизированы и происходят в закрытых механизмах. Контакт работников с сырьем исключен. Сточные воды проходят тщательную очистку, и даже неприятный запах на 99,9% нейтрализуется с помощью уникальной системы очистки воздуха фирмы Хаарслев. Все это обеспечивает безупречную чистоту производства, а значит высокое качество продукции. Биотек способен перерабатывать 100 тонн биоотходов в сутки. Из него можно получить 17 тонн технического жира, который широко применяют в мыловарении, в меховой и кожевенной промышленности, для производства шин и пластика и даже как биотопливо. Объем выпуска мясо-костной муки при такой загрузке 40 тонн в сутки. Мясо-костная мука используется как пищевая добавка для кормления животных, для производства комбикормов и кормов для домашних питомцев. Она богата полноценным биологическим протеином, который отлично усваивается и служит источником фосфора и кальция в питании животных.
Значение нового биозавода для экономики региона подтверждается поддержкой областных и районных властей. Биотек – второе предприятие, получившее прописку на территории индустриального парка Шексна. Здесь есть все необходимые коммуникации. Установлен газораспределительный пункт, подведен водопровод, построены линии электропередач. Это позволило значительно удешевить запуск производства. Основными поставщиками сырья Биотеку будут предприятия Вологодской области. Кроме того, завод будет сотрудничать с птицефабриками и мясокомбинатами из других областей Центральной России и Северо-Запада. Спрос на мясокостную муку стабилен. Продукция завода будет замещать на нашем рынке импортную. В пищевой промышленности появилось то самое недостающее звено, которого не хватало для полноценного развития. Важность завода для экологии тоже невозможно переоценить. Биотек – яркий пример того, что получается, когда совпадают интересы общества, государства и бизнеса.